Итак, парни, смотрите внимательно. То есть сейчас вы делаете удар из положения защиты, то есть больше защитных действий. Тогда у вас картина уже будет складываться как в бою. Например, первое движение, которое вы делаете подставой. Подставу сделали, и сразу у вас рука уже на цели стоит. Собрали, сделали, собрали, собрали, собрали. Раз, два, раз, два, раз, два. Иди ко мне сюда. Смотри, то есть движение удара, складываешь руку, не выставляешь ее остриком. Сложи ее и сразу сюда ударь. Раз, два, раз, два. Ждешь. Раз, два. Замечаешь движение. Замечаешь. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Теперь смотри, вот эту часть выпускать надо быстрее. То есть вот эта часть, она только заводит у тебя руку. Теперь смотри, обрати внимание. Вот если ты резко вот эту часть назад откинешь, то у тебя удар вылетит. Не ориентируйся на выброс этого плеча, ориентируйся на выброс вот этого плеча, да, назад руку. То есть у тебя первое подошло, второе вышло, подошло, вышло. Раз, раз. У тебя получается, что удар быстрее, чем защита идет. То есть если тебе удастся вот это вот мгновенно сделать, то вот это и есть плюс. Еще один важный момент, парни. Вот смотрите, сейчас натяжение вашего удара старайтесь на полный локоть бить. На прямой уже локоть. Если он там чуть-чуть у вас согнут, не страшно. Но вот эту вот часть прям акцентируйте. Прям акцентируйте ее, чтобы прям звенел удар. Потому что вот это впоследствии будет уже основным движением. Ну вот объясню еще раз, вот зачем это надо делать. То есть без проблем наноси удар. Вот вы защитились и все. Боковой наноси. Защитились и все. Все закончилось на этом. Надо, чтобы у вас стратегия вырабатывалась так. Если вы защитились, это сигнал к удару мгновенно. Защитились, сразу ударили. Боковой заведи. Сразу вы ударили. Сразу ударили. Чтобы у вас это в мозгу уже как неразрывно было. Потому что, еще раз говорю, все ваши элементы, они в голове находятся. И если вы их не будете сами себе озвучивать, подстава удар или блок удар, блок удар, блок удар, удар, пошел, пошел. Поэтому как на один удар, так и на второй сразу раскидываете. Приготовились? Поехали к мешкам, подошли. Не вижу я блока у тебя, не вижу блока. Покороче сделай его, покороче, покороче. На меня посмотри, на меня посмотри. Покороче, вот он. Вот покороче. Больше в тело возьми. Не в руку возьми, а в тело возьми. И раз, и раз, и раз, и раз, и раз, и раз. Пробуй. Дыши прямо. Раз. Раз, дистанцию набери, дистанцию набери. Пошел. Я почему и говорю, что вот эта вот стабильность твоего положения кулака играет определяющую роль. Чуть-чуть ты его в сторону возьмешь, все. Уже не будет точности, ты смажешь движение. Поэтому четко его выставляй. И четко. Нету вот этого движения, нету его. Есть вот это движение, которое тебя подводит к этому движению. Вот оно выдается. Вот оно. Как только подзащитился, все, это старт. 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 Правая резче. Резче. Правая резче должна идти. Взорви, взорви ее. Не приближайся к мешку, дистанцию удержи. Пошел. Во, вот она. Сдвой. Молодец, сдвоил. Молодец. Хорошо, прям вот как надо. Молодец.
Вот хорошо. Так, Андрюха, давай иди сюда. Попробуй сейчас поскладывать. Теперь смотри, вот здесь сложил, сразу мне в ручку ударь. Попробуй сделать это за одно движение. Сразу надо делать. Сразу. Во. Теперь смотри, ручку вот так, и не вот так ее держи, а разворачивай. Во время удара поверни ее. Вот сюда. Видишь, целкость сразу нарушена. Целкость нарушена из-за вот этого. Потому что вот это движение, когда резко делаешь, нету баланса у тебя, нету понимания линии, ты линию тащишь. Тащишь линию. А тебе ее надо втыкать. Втыкать надо. Не тащить. Втыкать. 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 Вот поэтому ты это и делаешь сразу. Выравниваешь линию. Раз, два, молодец. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ладошкой в пол. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Разгоняешь. Разгоняешь. Быстрее. Видишь, вот колебания, все вот это надо учитывать. Четкость движения. Раз. 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 И раз, раз. Следующий ваш момент. Вот смотрите, вот подстава, подстава. Ну, можете назвать даже это блоком. Потому что, если вы сделаете как бы, ну, движение предплечьем больше, то это уже будет больше блоком. В первом случае вы можете левой рукой подставлять вот эту тыльную сторону и немного подкруживать на себя. Боковой заводи. Во втором случае вы немножко подкручиваете, скидываете движение. Раскручиваетесь. В голову ты бьешь. В голову. В голову. Во. Вот здесь вы подкручиваете, скидываете. Раз, на. Движение мгновенно получается. Одно движение зашло, второе вышло. Теперь смотрите, на этой же базе, то, что вы поднимали руки, начинаете делать уклоны с подворотом плеча. Вот они ваши движения. Это обычные уклоны. На одну сторону, на вторую сторону наваливаетесь. И под эти движения вы уже начинаете раскидывать удар. Можно, как входите вы в уклон, бьете. Так и выходите, когда из уклона вы бьете. Входите, выходите. Раз, раз. Раскидали, раз. Раз. За защитой можно скрыть удар. Движение, раз. Тем более в бою перед соперником напрямую. Вы стоять не будете. У вас постоянно вот такие как бы качания. На себя отводите, к себе, от себя, влево, вправо. И вот с этого момента вы начинаете стартовать. Уклон, удар. Уклон, уклон, удар, удар. Уклон, удар. Уклон, удар. Уклон, удар. Уклон, из уклона удар. И раз, раз, раз. Раз, 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 раз. Пока мы берем только прямые линии, но с таким уклоном можно уже и подворачивать рукой. Если подвернете, ничего страшного. То есть, если вы зайдете на боковой там или зайдете с ударом снизу, ну, это только будет приветствоваться. Но пока прямую линию мне покажите. Уклон, уклон, удар, удар. Поехали. Вот смотри, Максимка, ну, как бы, ну, только тебе скажу, никому не скажу, только тебе скажу. Вот смотри, чем опытнее ты становишься, тем короче твоя амплитуда движения. Тебе в оригинале надо будет уйти только от удара. Веди удар. Вот, и все. Следующий удар ведешь. Вот, и все. То есть, по существу у тебя короткие здесь движения. И коротким движением ты прилепляешь удар. Раз. Раз. То есть уклон как разгонная часть твоего удара. То есть, чтобы она не разрывалась у тебя, чтобы она уже вписывалась у тебя в рисунок. Да, ты этим движением будешь, возможно, подходить, финтить. Раз, раз. Этим же движением ты будешь и пугать. Поэтому раз раскидываешь, сразу удар. И раз сразу удар, сразу удар. И раскидал, и раскидал. Покороче, покороче, вот чтобы уже, да, вот чтобы мышцы спины у тебя заработали.
Потихонечку формируй медленно сначала. Собери саму линию, чтобы ты не открывался в это время. Вот важный момент, вот этот вот. Вот и отсюда ты из-под руки смотришь. И зрение у тебя все из-под руки идет. Ну, раскачиваешь, раскачиваешь, бам! Как только ты понял материал, начинай взрывать, чтобы вот именно вот этот взрыв у тебя и запомнился. Разгоняешь до 4 ударов. Во. Ну, все вот это надо быстрее сейчас начинать делать. Прям взрывай. Прям бам-бам-бам. Ну и в уклон сразу. Уклоняешься, молодец. Хорошо. Смотрите, парни, сейчас так же, как дополнение, уже начинаете включать. Нырок, удар. Нырок, удар. Сначала медленно, потому что, движение, то есть если с уклона там понятно, вы все по прямой отвечаете, то движение, которое вы делаете с нырком, уже ближе к боковому удару. Хотя там разницы в бою вообще не будет. То есть вы можете делать, по большому счету, нырок и пробивать снизу. Делать нырок, пробивать сбоку. Также и по прямой линии. Но сейчас давайте оттолкнемся пока от боковой линии. Потому что, сам по себе нырок, он как бы в сторону будет вас тянуть. То есть можно, да, нырок и назад делать с таким выкидом вперед, когда вы выкидываете. Можно и налево его переводить с движением вперед. Но вы сейчас смотрите вот по фронтальной линии, что вы тащите вперед. То есть если вы делаете нырок, то вы тащите уже в бок. То есть движение сюда у вас будет идти. Сюда. Раз, два, три. Подвели. Раз, два, три. Выводите. Раз, два, три. Выводите рисунком. Раз, два, три. Сразу на ногу обвели полукругом. Раз. Опять сюда обвели. Раз, два. Нырок. Раз. Нырок. Раз, два. До 3-5 ударов можете догонять. Задание понятно вам? И смотрите, парни, в конце прям сжимаете. То есть не ведите просто как шлепок. Если, да, не. Можно как угодно. Ты можешь и так его выводить. В зависимости, да, какая будет высота и какая дистанция будет. Ну, если по корпусу, то по-любому, да. Ну, вот а теперь иди по корпусу меня кружкой ударь. Попробуй. Не пройдет. Не то, что не пройдет. Ты не завел руку под руку. Вот здесь, вот он заходит. И в момент, когда ты будешь бить, он у тебя все равно идеальной кружкой не будет. Он все равно у тебя вот так ляжет под ребра. То есть, да, если ты просто выведешь, ребра переломаешь, чуть-чуть подогнешь, до органа достанешь. Раз, вот он. Чуть-чуть под углом идет. Подныриваешь, вверх так же, подныриваешь, вниз так же. Чуть-чуть с подворотом будет. Можете и так попробовать, потому что, как бы через вот эту часть набивания надо пройти все равно. То есть ее не избежать. Пока у вас не будет вот этого выхода, вы в бою никогда его не примените. Поэтому надо мышцы немножко приучить, заорганизовать их четко, чтобы они... Если сделали нырок, сразу вы отвечаете. А не так, сделал нырок, пошел гулять. Раз ты два сделаешь, поймают тебя и все. Итак, парни, нырок, удар. Видишь, вот мне нравится, да, то, что мешок начал ходить у тебя гулять. И ты уже ноги подбираешь к нему. И сразу по низу, молодец. Вот и разогреваешь. То есть у тебя нырок – это неотъемлемая часть толчка к удару. То есть как по направлению. Вперед, вперед смотри, вперед. Вот смотри, стой. Все вообще здорово получается. То есть нырок вообще даже не придерешься. Но удар, вот, Ром, смотри, можно так, да, лепить. Можно его по низу. Попробуй его по верху.
по низу, по верху, по верху, по низу, чтобы у тебя уже определенная конфигурация была этажей, да, чтобы ты уже не просто его вслепую бил. Еще раз говорю, механика механикой. Тебе надо сосредоточиться на движении, чтобы все лишние движения отсечь. Раз, корпус. Заходишь раз в голову. Раз в голову. Движение обводишь, бьешь. Обводишь, бьешь. Опять обводишь, обводишь, обводишь. Поэтому вот эти вот движения, это крайне важно. И сильно не перекручивай корпус. Не надо прям вот так вот его вкладывать. У тебя все равно она по короткой будет идти. Движение все равно будет, в таком, как бы так сказать, минимуме. Потому что когда максимум начинаешь делать, ты времени столько потеряешь, да еще и устанешь. Давай, начинай. Теперь смотрите, парни, вот все вот эти движения на самом деле, они очень похожи. То есть похожи, например, подстава и уклон. Да, одна и та же база. Я делаю уклон, могу не подставлять руку. Могу подставлять руку. Теперь смотрите, вот эта первая часть может являться вашим разгоном для бокового удара. То есть тут же модернизируется у вас уклон в нырок. Вы можете на сторону его делать. Вот знаете, так вам скажу, самая первая и самая быстрая реакция, если взять мячик и бросить человека, да, он нырок не сделает. Он сделает движение на сторону. А потом можно будет обвести уже с ударом. Итак, все вот эти элементы схожи. Вот это удар-удар. Вот это вот удар-удар. Вот это вот удар-удар. То есть, чтобы вы уже понимали, сам цикл: защитился, ударил, разогнал, ударил, поднырнул, ударил, подставил, ударил, уклон, уклон, разогнал, ударил. Сейчас надо сделать это в общем рисунке набивания, чтобы уже постепенно формировать вот эту вот картину вашего поведения в бою. Чтобы вы уже понимали, что вы можете начинать атаку с защиты, движение вперед. Без удара в боксе делать нельзя. Но движение с защитой вы можете делать. И это будет являться стартом уже к вашей атаке. Раз-два. Или обвел, ударил. Так, чтобы к вам прицелиться уже было невозможно. Потому что вы ходите в бой, вы начинаете как столбик стоять, все забывая. А тут чуть-чуть только сложил, чуть-чуть только ты сложил, чуть-чуть сложил. Раз, два, три, удар. То есть в общем рисунке защиты вы прячете удары. Сейчас вы наоборот их вытаскиваете. Раз, два, удар, удар. Уклон, удар, нырок, удар. Раз подвел, раз, удар, удар. Оп, оп, нырнул, ударил. Уклонился, ударил. Подставил, ударил. В боксе все от простого к сложному. Чем проще элемент вы ставите, тем надежнее он будет работать у вас в бою. Поэтому самые простые формы являются самыми эффективными. И на базе простых формул рождаются сложные формулы. Вот эти вот моменты усложнения, когда вы защитой сбиваете противника, сбиваете, то есть его вот эти вот прицельные планки. Поэтому, побольше защитных действий при набивании, при постановке ударных линий. Надо не забывать их делать. Поэтому, парни, старайтесь, вписывайте, жените свою защиту и удар, чтобы было одно целое. Так будет вам легче в бою, парни. Ну а в остальном всем добра, любви, до новых встреч.